Путешествие киномана. Выпуск номер 14. Мультфильм «Волшебное кольцо». Подкаст-версия. Год выпуска. 1979. Длительность. 19 минут. Режиссер. Леонид Носарев. Сценарий. Борис Шергин. Сказка. Юрий Коваль. Леонид Носарев. Студия. Союзмультфильм. Кинопоиск. 8,6. 79 год в истории. 12 февраля запущен «Космос 1076», первый советский океанографический спутник. 28 марта авария на АЭС-3 Майл-Айленд в США. 1 июня начало выпуска микропроцессора Intel 8088. Город Пермь становится городом-миллионником. 30 ноября Pink Floyd выпускают 11-й студийный альбом The Wall. 19 мая выходит в прокат художественный фильм «Апокалипсис сегодня». 2 февраля умирает от передозировки Сид Вишес. Стадия 1. Обыденный мир. Вводные данные о мире, о герое и его семье. Главный герой, Иван, с матерью живут довольно бедно. Стадия 2. Зов к странствиям. Иван решает купить своей матушке на именины пряник. Возможно, обменять. Стадия 3. Отвержение зова. Скорее нет такой стадии. Похоже, наш герой решительный герой. В своих действиях не сомневается. Стадия 4. Встреча с наставником. Тут встреча скорее всего не с наставником, а с дарителем, по Владимиру Пропу или Менялой. Единственный, кто хоть как-то пытается увещевать героя, это его мать. Примеры. Не брать животных в дом, искать себе жену в уровень, купить пряник на именины. Стадия 5. Преодоление первого порога. Переход через ограду, когда еще шапку носил на обмен. Очень короткая. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Покупка животных, жизнь с ними и мамой под одной крышей. Иван слушает наставления своей матушки, чаще ее недовольство. Жизнь со змеей в доме мало описана. Сколько времени они так прожили все вместе? Мне показалось довольно долго. Змея – аллюзия на жену. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Эпизод на лодке с песней. Песня интересная. Имеет какое-то отношение к Ивану и Змеиной принцессе, но не знаю какое. Стадия 8. Главное испытание. Со слов принцессы, Иван доставил ее домой к отцу, а перед этим спас от продажи и приютил у себя дома. Стадия 9. Награда. Принцесса вручает Ване волшебное кольцо в знак благодарности за спасение и доставку ее домой. Почему принцесса, имея кольцо, захотела, чтобы Иван доставил ее домой? Стадия 10. Обратный путь. Жизнь Ивана с кольцом. Его приключения и испытания, если бы у него были читы к игре. Стадия 11. Возрождение. Получает кольцо обратно из лап кошки. Добро не прошло зря. Заслуги перед животными сработали. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. С кольцом принимает теперь другие решения. Разводится. Отказывает царю в повторной женитьбе на другой дочери. Возвращает дом и мост обратно. Женится на простой и скромной девушке. Выводы, вопросы, ассоциации. Видим, что кольцо обладает большим могуществом. Странно, что не показали дальнейшую судьбу кольца. Оставил ли Иван его себе? Выкинул ли в реку? Считай, отдал обратно принцессе. Может, отнес на одинокую гору. Избавился ли он от всех даров кольца? Одна из моралей мультфильма «Бери себе жену в уровень свой». Свататься к царской дочке уже после пошива костюма. Так себе идея. Заведомо пропащая идея. Иван понимает язык животных. Можно его считать шаманом. Иван контактирует с царской и королевской дочерями. До этого сидел дома, а тут сразу с благородными общаться начал. Интересно, что в истории есть царские и королевские дочки. То есть одна православная, а другая католическая, либо протестантская, добавь свое. Две сказки в одном мультфильме. Первая кончается там, где они, Иван, мать, кошка, собака, змея, начали жить вместе. Вторая сказка как раз про кольцо. Кольцо развратило Ивана, захотел в жены царскую дочь. Мать пыталась отговорить, но он не слушал. У кошки и собаки есть свои имена, которые они сообщают Ивану. Маша и Жужа. Хотя только кошка сообщает свое имя, а имя собаки сообщает мужик Меняла. Еда, как мера успеха в истории. Дом Иван обновил в последнюю очередь. Сначала еда, одежда, женитьба и только при сватовстве, дом и автомобиль. Оценка царских хором харчей много. Фраза «И стали они все вместе жить». Сколько времени принцесса жила у Ивана дома? Обычно так заканчиваются сказки, поэтому кажется, что жили они вместе довольно долго. Но сколько? А далее следует эпизод на реке. Слишком быстро. Чем зарабатывает Иван на жизнь? Из мультфильма не очевидно. Рыбак ходит в море, мельник в сети, вроде бы нашел, что он мельник. Но не из видеоряда мультфильма. Возможно.
Авторы оставляли подсказку в виде большого количества мельниц на заднем фоне в стадии 1. Иван использует кольцо для удовлетворения своих мещанских нужд, а мог бы. В мультфильме много асинхронизмов. 1. Паяние. 2. Автомобили. 3. Странная одежда. 4. Телеграф. 5. Фотография. 6. Магия и тому подобное. Думается, что сказка очень старая, но пытается быть довольно современной. И это нравится. Почему царь принимает Ивана за иностранца? Ведь ему жена сказала, кто это такой еще в эпизоде на реке. Почему он упорно сопротивляется этому факту? Почему говорит «не позорь державу»? Архетипы. Иван – решительный герой, шаман. Мать-наставник, союзник. Царская дочь – плут, тень, оборотень, роковая женщина. Собака и кошка – вестники, союзники. Змея – вестник, союзник. Мужик меняла плут, привратник. Царь и его жена – привратники.